Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и вы смотрите мой канал, посвященный LEGO Техник. В сегодняшнем ролике у нас сразу 5 наборов LEGO. Это первое подобное видео в таком формате, поэтому жду от вас конструктивных отзывов. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Ну и не обращайте внимания на мой простуженный голос, я тут немного приболел. Периодически буду использовать небольшую шпаргалочку, потому что много всяких цифр посвящено этим наборам. Справедливости ради надо сразу сказать, что это не все автокраны в LEGO Техник. У меня нет наборов 8854 1989 года выпуска и набора 955, именно так, 3 цифры всего в номере. Этот набор вышел еще на 10 лет раньше, в 1979 году. Но я посмотрел, по функциям в этих наборах нет чего-то экстраординарного, поэтому если они у меня когда-то появятся, я с удовольствием посвящу им отдельный ролик. Ну и еще одно небольшое лирическое отступление. Чтобы приобрести в августе побольше новинок, сделать побольше обзоров, я решил 3 из этих 5 автокранов продать. И еще заодно продам набор 10178 AT&T по Звездным войнам. Кому это интересно, скоро в моей группе ВКонтакте появится вся необходимая информация. Ссылочка на группу есть в описании к видео. Самое сложное при работе над этим видео было вообще придумать, с чего начать. Практически про все наборы на моем канале уже выходили очень подробные видео, кроме набора 8053. Ссылки тоже добавлю в описание. А сегодня я не буду про каждый кран прям вот подробно рассказывать. Сегодня постараюсь все-таки сакцентировать внимание на сравнениях. При этом, чтобы было интереснее, я буду ставить моделям какие-то оценки и в конце попробую выбрать лучший. Ну, сразу скажу, не надо к этому относиться серьезно. Мои критерии очень субъективные. Я еще ввел поправочный коэффициент, тоже очень субъективный. Сейчас я пару слов про него скажу. Это видео чисто для развлечения, и не надо тут пытаться какие-то искать ошибки в моих расчетах, там, в моих оценках. Просто можете согласиться, можете не согласиться. Главное, не забывайте получать удовольствие от просмотра. Ну и да, коль уж я упомянул поправочный коэффициент, я решил, что нечестно ставить в один ряд наборы с 850 деталями, как вот этот малыш, и с 4000 деталями, как вот тот здоровяк. Поэтому итоговую оценку я умножил на 2 пропорции. Первая пропорция – это отношение количества деталей набора к самому маленькому количеству деталей. Это набор 8460. А второй коэффициент – это обратная пропорция, отношение длины самого маленького крана к длине, соответственно, большего крана. Ну, или проще говоря, чем больше деталей, тем легче, да, создать какую-то более сложную модель, поэтому это коэффициент понижающий. Но поскольку количество деталей идет еще и на увеличение линейных размеров модели, то это коэффициент повышающий. Ну, тут можно не согласиться, что я взял длину модели, надо брать по 3 измерениям, да, там 42 на 82 красный кран, он вообще другой формы, там надо по объему интегрировать, что ли. Еще раз говорю, не надо все это воспринимать серьезно, это все сделано чисто по приколу. Итак, наконец-то все лирические отступления закончены, и можно уже представить участников сегодняшнего видео. Начну в хронологическом порядке с набора 8460, вот этот малыш. В нем 850 деталей, 1995 год выпуска, это был, по-моему, флагман 95 года. И, в общем-то, это для того времени совсем не маленькое количество деталей. Длина модели 39 см, максимальная высота 55 см. Для подъема стрелы используется пневматика, и дополнительно можно моторизовать лебедку, если докупить еще специальный наборчик с 9-вольтовым мотором. Дальше идет набор 8421, 1885 деталей, вышел спустя 10 лет, в 2005 году. Он больше, 47 см в длину и максимальная высота 63 см. Также для подъема стрелы используется пневматика, как и в первом наборе. И также в комплекте, уже в коробке, идет багги-мотор, который используется для моторизации лебедки и для выдвижения стрелы. То есть в этом наборе есть и пневматика, и электрика. Спустя еще 5 лет, в 2010 году, вышел набор 8053, 1289 деталей, 52 см в длину, еще больше. Максимальная высота чуть меньше, 60 см. В нем нет ни пневматики, ни электрики. За подъем стрелы отвечает один большой актуатор, но при наличии Power Functions дополнения может быть установлен мотор, который моторизует 3 функции: подъем стрелы, лебедку и телескопирование стрелы. Спустя еще 3 года, в 2013 году,
вышел набор 42009. Наверное, многие его знают. 2607 деталей, 61 см в длину и максимальная высота 77 см. Настоящий гигант. В нем есть уже сразу L-мотор, который используется для моторизации 5 функций. Я сейчас считаю 2 функции опор разные, потому что они технически сделаны совсем по-разному. И, по сути, это 2 разных механизма. Поэтому я их считаю как 2 функции. Кран очень технически сложная модель, великолепный набор. Ну и заключительный участник 42082, 4056 деталей, и тут надо сказать, что на самом деле в самом кране поменьше деталей, потому что там еще домик шел в комплекте, и в моем коэффициенте это не учтено, да, я некорректно считаю. Вот, вышел в 2017 году, длина 77 сантиметров, высота 100 сантиметров максимальная. Просто монстр. L-мотор тоже в нем установлен. Используется для моторизации 5 функций, как и в кране 42009. Для наглядности все характеристики модели я буду сводить в табличку. Ну и сейчас покажу, как я буду ставить оценки. Это не будет выбор лучшего в каждой конкретной категории. А вот для примера возьмем наличие электрики. Да, мне кажется, это всегда плюс. Поэтому те наборы, которые имеют электрику, получают звездочку. Вот таким вот образом. Ну и по аналогии смотрим количество моторизованных функций. Понятно, что 5 моторизованных функций круче, чем 1 моторизованная функция. Поэтому звездочку получают с максимальным показателем набора. Ну и так далее. В 3 из 5 этих кранов установлен муляж двигателя. В 2005 году вышел кран с 6-цилиндровым двигателем. Потом он увеличился до 8 цилиндров в наборах 42009 и 42082. Ну, двигатели везде однотипные, и трансмиссия тоже похожая. Единственное, отличается в новом кране 42082, потому что он как бы кран для бездорожья, там полный привод, портальные редукторы. А в этих кранах привод всего на 2 колеса, которые не поворачиваются, поэтому привод максимально простой. Ну, естественно, за то, что двигатели есть, эти модели получают дополнительный балл. Но моя любимая функция у многоосных кранов — это, конечно, рулевое управление. Потому что очень приятно смотреть, как такая махина плавно входит в поворот, плавно управляется. Мне очень нравится. Я тут не остановился просто на определении колесной формулы, типа рулевое управление 6/8, там поворачивают 8 колес из 10. И, кстати говоря, за это кран 42009 получит от меня звездочку. На мой взгляд, это самое технически интересная система рулевого управления, хотя, как покажет следующий эксперимент, далеко не самая эффективная. Да, мне стало интересно узнать, действительно, насколько помогают эти подруливающие оси, и я измерил радиус поворота каждой модели. В процессе своих экспериментов я измерял радиус прохождения внутреннего колеса модели, вот этого в частности. Для измерений я не использовал угольник и рейс-шину, потому что у меня их просто нет. Использовал обычную линейку, поэтому измерения не очень точны, но поскольку результаты отличаются значительно, это не принципиально для наших выводов. Соответственно, поворачиваем модель, и вот когда она на 90 градусов повернула, откладываем перпендикуляр и измеряем радиус поворота. Все просто. Повторюсь, погрешность есть, но она не такая большая, чтобы не доверять результатам. Количественно, естественно, результаты не очень точны, но качественно все выводы можно сделать. Итак, первое место с самым маленьким радиусом разворота занимает набор 8421. У него получилась самая эффективная рулевая система. На втором месте самый компактный набор 8460. Ну и далее идут краны по увеличению их размеров. Это 8053, 42082, самый большой, но у него колесная база покороче, и получается он более маневренный за счет того, что у него центр поворота в середине модели. Ну и предсказуемо самый большой радиус разворота у крана 42009. Для того, чтобы удобно было играть с моделями, у них почти у всех, у 4 из 5 есть ручка сзади. Эта ручка, соответственно, осуществляет рулевое управление. И за эту ручку очень удобно катать все модели. Они все без исключения отлично катаются, несмотря на то, что они тяжелые, все очень большие. Исключение составляет 8460. У него
ручка сверху модели, но поскольку эта модель намного легче других и намного меньше, она удобно катается и за ручку на крыше. У нее, кстати, две этих ручки, они синхронно вращаются, можно катать за любую. Ну, у двух кранов по две ручки сзади, 8053 и 8421, вторая ручка раскладывает опоры. Поговорим немного о выносных опорах. Это за что я люблю Lego. 5 моделей похожих, да, это все автокраны, 4 так вообще прям похожи. Но у них у всех абсолютно по-разному сделаны опоры. У набора 8460 левая и правая пара опор управляются отдельными ручками. Соответственно, можно одни опоры активировать, другие нет. То есть можно на уклоне устанавливать модель. Ну и сейчас попробую продемонстрировать, как они работают. Кто смотрел мой обзор этого крана, знает, что кран полностью поднимается на опорах, как и реальные машины. И такая же фишка будет еще у одной модели. Ну вот видно, что кран полностью в воздухе. Опоры собираются довольно быстро. В хронологическом порядке дальше идет набор 8421. У него ручка управления опорами сзади. И она раскрывает сразу все 4 опоры. В наборе 8053 опоры — это, пожалуй, самая интересная функция. Если быть точным, первая ступень активации опор. Здесь опора активируется в 2 этапа. Вот это первое раскрытие. И механизм действительно интересный в самом центре модели. Это то, что было реально интересно собирать. Ну, а в целом модель, как вы уже, наверное, поняли, проще, чем остальные краны. Ну и вторая ступень активации — это каждую отдельную опору надо вот так вот червяком выдвинуть. Естественно, тут огромные лифты, поэтому тут никакой речи не идет о том, что модель поднимется на опорах. Ну, вы видите, как они выгибаются. Даже не буду пробовать, это явно бессмысленно. Ну, то, что каждую опору в отдельности надо вот так вот выдвигать, это мне, конечно, совсем не нравится. Но механизм, раскрывающий все 4 опоры, он классный. Очень интересно сделаны опоры в кране 42009. Очень классный механизм. Опоры двухступенчатые, тоже в 2 этапа активируются. Итак, сначала они выдвигаются. Процесс происходит довольно быстро. Как раз в механизме выдвижения опор используются красные скользящие шестерни на 8 зубов, которые были только в этом наборе. Если брать именно набор Lego Technic, очень редкая деталь, но очень полезная. И далее опоры опускаются вниз. Этот процесс не быстрый, потому что куча понижений, актуаторы. Ждать придется долго. Так, ну вот, похоже, все. Опоры дошли до земли. Они тут немножко люфтят. Все-таки попробую провести эксперимент, сможет ли он себя поднять. Ну, вы видите, что у меня либо осевшие батарейки, либо что-то не так в трансмиссии. Дело в том, что из 5 кранов это единственный, который я не пересобирал сам. Этот достался мне вот так в собранном виде. Возможно, там что-то собрано со скрипом, может быть, что-то пережато. Но он большой, поэтому просто нет времени его полностью пересобирать. Ну, давайте просто я попробую. Наверное, это не так принципиально. Сможет ли он? Нет, вот срабатывает защита, он себя поднять не может. Защита срабатывает на ранней стадии, не в актуаторах, поэтому, скорее всего, не предусмотрено конструкцией, чтобы он себя сам поднимал. Но вообще опоры классные. Единственное, что когда уже актуаторы вниз опускаются, это действительно происходит долго. Это и точно с хорошими батарейками все равно происходит долго. Ну, механизм очень крутой. Ну и в заключение мы посмотрим на кран 42082. Кто смотрел мой обзор на него, знает, что несмотря на то, что это не предусмотрено вроде бы изначально, он может себя поднять на опорах. На каждой опоре стоит маленький актуатор. И вот так вот это работает.
Надеюсь, он не соскользнет с батарейных блоков. Да, вот там немножечко у него башню начинает вращать, видимо, из-за трения в раздаточной коробке. Вот если я ее придержу, вот он уже над землей. Все, актуаторы до конца выдвинулись. Он прогибается, это видно, он недостаточно укреплен для этого. Это не было изначально предусмотрено, но тем не менее он так может. Ну и это прикольно для такой большой модели, это круто. Я прямо вижу, как он выгибается обратно. Да, смотрится так себе. Все. Закончил. Опоры было оценивать сложнее всего. Я поставил по звездочке наборам, которые могут поднять себя полностью на опорах. Поставил звездочку набора 42009 за сложность механизма, за самую интересную вот эту систему со скользящими шестеренками. Сделано очень прикольно. Ну и поставил тоже звездочку крану 8053 за интересный механизм раскладывания. Но он действительно отличается от других моделей. Привод поворота башни имеет только две модели. Это ручной привод в кране 8460 и моторизованный поворот башни у набора 42082. Да, у него башня здоровая, и он может ей вращать, и это очень здорово. Само собой, за это эти две модели получают по звездочке. Переходя к следующей функции, надо все модели разделить на два лагеря. Это две модели с пневматическим подъемом стрелы и три модели с подъемом стрелы актуаторами. Ну и, кстати говоря, сразу скажу, по конструкции стрелы, трехсекционная стрела у набора 8421, это было тогда нововведение, очень крутое. И похожая конструкция тоже трехсекционная в наборе 42009. И за более сложную стрелу я, естественно, наградил их тоже дополнительным баллом. У остальных трех наборов стрела состоит из двух секций. Итак, 8460, два старых пневмоцилиндра и одна большая помпа против 8421, два чуть более новых пневмоцилиндра примерно такого же объема и по сути такая же тоже помпа. Ну, здравый смысл, законы физики подсказывают, что 8460 должен легко выиграть. У него более легкая стрела и она должна подняться при меньшем давлении. Ну, сейчас мы это проверим. Поехали. Раз, два, три, 4, 5. Как ни странно, то ли законы физики, то ли здравый смысл здесь не сработал. За одинаковое количество раз стрела поднялась у обоих кранов за 5 нажатий помпы. Давайте контрольно повторю эксперимент. Раз. При меньшем давлении начинает подниматься легкая стрела. 2, 3, 4. Практически уже выровнялись. И 5. Ну да, чуть-чуть раньше 8460. Увидели, что при пятом нажатии у него уже стрела практически была в верхнем положении. Вот он уже практически поднялся. Ну ладно, будем считать, что логика все-таки победила. Ну что, друзья, с большим трудом мне удалось разместить одновременно 3 крана на столе. Итак, я запущу 2 больших одновременно, а третий с маленьким опозданием. Дадим ему хоть маленькую фору, но уж должен он выиграть. Поехали! Так, кажется, красный начинает отставать. Необходимо помнить про несерьезность соревнований, про то, что батарейки вполне себе могут быть разные. Итак, мелкий выигрывает. И второе место уверенно занимает 42009. Да, вполне себе, опять же, логичный результат. Ну и самый гигант поднимает стрелу дольше всего. Ну и по логике вещей, если опускать стрелу, то батарейки должны меньше влиять, поэтому
Переключаем на опускание и повторяем эксперимент. Ну да, похоже, все так и есть. Чем меньше кран, тем быстрее он поднимает, опускает стрелу. Все, мелкий справился. Вот это очень показательный ракурс. Ну а в следующем эксперименте у нас поучаствует сразу 4 крана. Мы будем выдвигать стрелу. Итак, чтобы все было честно, я размотал лебедку у всех моделей, так что ничто не должно мешать подъему стрелы. И сейчас мне главное максимально одновременно запустить процессы движения во всех кранах. Я, честно говоря, ставлю на победу крана красного, потому что в нем нет червячной передачи, насколько я помню. Ну что, 3, 2, 1... Так, пока все идет нормально. Ух ты, как 84.21 ускорился. Да, и 84.21 первый. И кто же будет вторым? Красный второй. 80.53 третий. Ну и какой из этого сделать вывод-то можно? Что красный кран просто огромный. Я сейчас попробую какой-то другой ракурс изобразить, чтобы вы поняли масштабы катастрофы. Но в принципе, вот они все стоят на столе. И тут не знаю на сколько, сантиметров на 30 красный выше. Сейчас попробую измерить. Вот, посмотрите просто для сравнения. Там, где 80-53 заканчивается выдвинутая стрела, там у 42-082 примерно только заканчивается первая секция стрелы. Ну а помимо первой секции у набора 42-082 есть еще зубчатая рейка сантиметров 40 в длину. И общая высота этого крана порядка метра. Но зато у крана 8053 есть такая полезная функция, как синхронная выдача троса одновременно с удлинением стрелы. И такая же полезная функция есть у крана 8421. У остальных трех кранов такой фишки нет. Вот мы видим у крана 42009 функция выдвижения стрелы, подъем крюка. Это разные функции, и соответственно без модификации набора нельзя одновременно их включить. И тут, соответственно, у 42082 тоже селектор выбирает одну из этих функций. Но если говорить про кран 8460, то это две механически разные функции. Вот одна ручка выдвигает стрелу, а другая ручка, соответственно, отвечает за лебедку. Ну и я немножко отвлекся на моторизованные наборы. Давайте посмотрим. У 8460, естественно, тоже выдвигается стрела. Выдвигается она и в горизонтальном положении. Вот и начинает мешать крюк. Это разные механизмы, и придется сначала... тут же крюк с фиксацией, там же трещотка. Сначала нужно выдать лебедку. Начинаются, как обычно, какие-то проблемы, потому что без груза трос запутывается. Ну и дальше можно выдвигать стрелу, покуда лебедка позволяет. Вот таким вот образом. Вот максимум. За поворот башни в кране 8460 отвечает вот эта ручка сзади.
Можно башню поворачивать руками, так как нет здесь никаких червячных передач, что может быть более удобно для игры. И надо не забывать, что по технике безопасности, прежде чем поворачивать башню, надо активировать опоры. Ну, в таком ракурсе особенно хорошо видно, насколько некрасиво здесь устанавливается батарейный блок в кране 8053. Здесь довольно много места сзади в башне. Можно было сделать это намного аккуратнее, чтобы он так не выступал и выглядело бы намного лучше. Но зато здесь можно вот так рукой наклонить кабину. У всех кранов можно моторизовать лебедку, но я не буду, естественно, сравнивать скорость подъема крюка, потому что тогда надо еще сравнивать грузоподъемность, потому что это вещи взаимосвязанные. Поэтому просто продемонстрирую на одном из кранов. Опс, лебедка застряла. Или что там, шестеренка соскочила. Сейчас посмотрим. А, коробка передач вылетела. Ну и теперь давайте вернемся к моей волшебной табличке. Коль уж я поставил звездочку наборам, у которых в комплекте идет электрика, поставлю звездочку наборам, у которых в комплекте идет пневматика. Почему нет? Пневматика — это круто. Дальше по звездочке получают наборы с трехсекционной стрелой, как самый сложный, и наборы, имеющие возможность одновременно с удлинением стрелы выдавать лебедку. Ну и под конец я ввел еще одну графу, назвал ее бонусы. Это уж совсем такая субъективная вещь. У крана 8460 хочется отметить железный крюк старый, очень крутой, и наличие второго пневмопереключателя, потому что в альтернативной модели пневмоцилиндр используется по отдельности, и леговцы просто в нагрузку положили еще один дополнительный пневмопереключатель, и в современных наборах такого не дождешься. Набор 8421 также имеет крутой железный крюк, и отдельно вообще вот вторую звезду ставлю за багги-мотор. Вот багги-мотор в кране. Как они додумались до такого? Это вообще зачет. У крана 42009 хочется отметить красные скользящие шестеренки. Они есть в нескольких буквально наборах LEGO System по одной штуке, но из техника это единственный набор, в котором есть эти очень полезные детали. Они не являются редкими, они там какие-то копейки стоят на бриклинке, но почему-то в наборах LEGO их не использует. Ну, а крану 42082 хочется поставить отдельный лайк за высокую детализацию, там всякие ящички с инструментами, много всяких таких мелочей проработано. Очень классно сделан механизм укладки троса, там такие скользящие блоки. Работает классно и выглядит тоже очень интересно. Ну и настало время подсчетов наконец-то. Ожидаемый набор 8053 получил наименьшее количество баллов. Он действительно намного проще, если сравнивать его с остальными моделями. И тут нет никаких сюрпризов. Дальше, согласно моей табличке, идет кран 42082, что свидетельствует о некорректности моей методики. Набор 42082 и набор 42009 это самые сложные модели здесь представлены. В них очень сложная трансмиссия, несколько раздаточных коробок. И с технической точки зрения эти наборы объективно самые крутые. Благодаря моим волшебным коэффициентам кран 8460 получил первое место. Ну, понятно, что он попроще, чем другие модели большие, да, новые. Но, тем не менее, для 95-го года это была великолепная модель с большим количеством функций. И фактически он заложил на многие годы направление развития LEGO Technic кранов. По большому счету, вот до 2013 года, да, краны все развивались, можно сказать, по его образу и подобию. Наращивались функции, там увеличивались размеры, но концепция оставалась похожей. И только вот в 2018 году уже, да, 42082 это другого типа кран вышел. Ну а чисто субъективно из этих кранов мой любимый это 8421, мой первый большой флагман, кран с багги-мотором, что тут еще скажешь. Ну что, друзья, видео получилось очень длинное. Несколько дней я его снимал, монтировал. Надеюсь, у кого-то хватит терпения досмотреть его до конца. Жду от вас конструктивных отзывов в комментариях. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Отдельное спасибо тем немногочисленным подписчикам, которые поддержали канал материально. Ну а на сегодня я заканчиваю. Следующий ролик будет по Звездным войнам. Ну и он будет намного короче. Спасибо за внимание. До скорого. Пока.